Отец. Здорово. Отец видеопродакшена. Пожалуйста, Илья Борисов. Очень приятно. Востребованный и звездный музыкант. Очень жарко, зато Так, не воняет. есть эмоции, пару слов сказать перед концертом? Да я не знаю, я как-то... Как все? Ну и нахуй. Итак, главный гость этого вечера. Добрый вечер, доброго времени суток. С вами Дмитрий, он же Рубановский, собственно, гитарист группы Outcast. Он же маэстро. Ну, по некоторым данным, возможно, да. Как ощущения перед концертом? Ощущения довольно-таки позитивные, особенно в контексте того, что вчера мы отыграли замечательный концерт в городе Москва. В клубе Урбан было очень много народу, было очень душевно, весело, и нас очень тепло приняли, всю нашу программу с нашим новым материалом, было супер, отлично. Вот, и сегодня, собственно, на следующий день, получается, мы играем концерт в клубе Factory, вот, можно сказать, вот, нон-стопом. Я думаю, будет не хуже. И уже теперь можно будет расслабиться после этого Да, концерта. после этого, конечно, надо будет релакснуть, потому что мы в поезде, вот, я там поспал, наверное, за пару суток, там, часа 3, наверное, вот, поэтому надо... Но настроение боевое, хочется, как бы, да, сегодня раздать тоже металла. Как вы думаете, игра на своем поле Питер разъебет сегодня? Я надеюсь на это и, да, наверное, думаю, что да. Все, спасибо вам за эти несколько чудесных слов, Спасибо которые... вам за внимание, да. Предлагаю вот взять еще интервью у нашего, так сказать, вот человека-парохода Игоря Павловича Капранова. Главаря. Он явно, да, главарь, да, главарь. Главное не спугнуть, и чтобы он не ударил. Потому что люди перед концертом... Говорю, Тетерева на охоте, главное не спугнуть, подходить тихо и неожиданно. Так, человек в привычной среде обитания занимается своими делами. Попросим другого участника группы. О, здравствуйте. Очень приятно. Расскажите. А что я могу о себе рассказать? Я очень дружелюбный. Как тебе сегодняшнее мероприятие? Отличное! Суперское! Очень я хороший воздух выдыхаю. На этом все. Ты ждешь, что отец будет отжигать сегодня по полной? Конечно, жду. Обязательно я этого жду. Что ты думаешь о новой красивой прическе? Ты хочешь такую же? Нет, но она очень красивая. Нет, спасибо. Круто. Так. Еще один человек. Категорически приветствую. Человек... Я могу подержать. Да, отлично. Вот человек сразу в курсе, знает, что нужно делать. О, человек пошел принять ванну. Хочу сказать, что там дверь не закрывается, поэтому ты можешь сделать эксклюзивный контент. Ну, не хотелось бы, это слишком привычная среда Тогда обитания. что можно рассказать? Ну, ощущение, как было в Москве, как сразу в Питер попасть столь... В Питер, садимся на Сапсан или на ночной поезд и двигаемся 8 часов, либо 4 часа по дороге, желательно не сбивая людей. Потому что у нас уже есть опыт, мы сбили человека на Сапсане. Ну, то есть по-современному, Виноват Дима. не как Ломоносов, не пешком. Пешком тоже можно, если есть желание огромное. Москва, мне кажется, потрясающе прошла, по людям было все великолепно. Я смотрю в камеру и не могу думать, когда я думаю, что смотрю вверх. И я как будто психопат просто. Потрясающе, хороший концерт. Сегодня будет не хуже, не лучше, мне кажется, будет особенно. По-другому ты меня сейчас заморозишь, друг. Все, что я могу рассказать, вот эти слова, которые я произнес только что. Так, главный вопрос. На басу струны варил? Перед Нет, концертом в Питере это все... бессмысленно, потому что они приобретают некую свежесть и умирают где-то за час, за два, поэтому, проще купить, серьезно. Даже есть недорогие, а я Валера. Так что варить это не наш метод. Наш метод купить. Купить и звучать, чем сварить и не звучать. Так, мы рады, в свою очередь, вас наблюдать. Я думаю, вы внесете очень много красок в сегодняшнее мероприятие. Да. Раздолбай. Да. Алло, прием. Ты куда звонить собрался? В милицию! Положь трубку. Чего? Положь трубку! К сожалению, он не издает звук. Ну ладно, так. Будем только стараться, будем делать все от нас зависящее, чтобы было великолепно, потрясающе, невероятно круто. По всем фронтам.
А все остальное подсведем, перепишем. Правильно. Как в лучших домах Лондона. Так, спасибо. Спасибо. Так, я никак не выловлю человека. Он всегда уходит. Смотри, какой человек-пароход стоит. Так. Самый второй по значимости, но не последний в списке. Первый самый главный вопрос. Когда новые выпуски Ханговера? Это лично от меня. Я думаю, что на следующей недельке мы запишем какой-нибудь подкастик. Отлично. Кто там будет? Раскроете карты? Или пока Слушай, не пока не преждевременно? скажу, у меня есть целый список, там человек 40 в нем. Я, соответственно, пока мы готовились к концертам, притормозил с подкастами, не до этого было. А сейчас вот возьмусь с новым рвением, так сказать. Что вы ждете от сегодняшнего концерта? Ожидаете выпадения цветов на сцену? Женских трусиков? Это вряд ли. Я ожидаю хорошего, классного звука, прекрасного шоу и просто бешеной энергетики. Как Москва прошла? Москва Столица. прошла круто. Я приехал на денечек пораньше, погулял, отдохнул, на Сапсане не ехал, выспался и, отдохнувший, со свежими силами отжигал. Так, ну сегодня получается последний аккорд. Нужно дать Кибераккорд, конечно. кибераккорд. Кибераккорд, да. Ожидать ли нашим зрителям и слушателям появления ауткаста в других городах нашей необъятной родины? Пока нет. Грустно. Все с сожалением. Самара, Тольятти, Оренбург. Да, Благовещенск, Ну, Чита, Пермь, да. Орел, Воронеж. Все Вспоминайте ждут, города. все ждут. Может быть, им стоит бросить клич или там как-то потревожить организаторов, которые согласятся подвести вас. Красиво. Слушай, ну в ноябре, в декабре ездить очень неприятно с турами, Ну, поэтому мы как бы даже это не обсуждали, потому что ты все время болеешь, все время уставший, все время хтонь какая-то происходит, поэтому туры осенью только Москва, Питер, какие-нибудь большие города, все. Так, отлично. Мы наблюдали за вами и видели, что вы в теплых краях бывали. Как вернуться в родные пенаты, скажем так, холодные, Скажем так, акклиматизация. когда я вернулся, да, я неделю болел, у меня началась аллергия, которой не было почти год, поэтому как бы было тяжело акклиматизироваться, но, говорится, тяжелый металл, музыка, они помогают. Отлично. Я думаю, сделает свое дело. Да, вполне. Так, ладно, не будем задерживать. Спасибо большое. Передаю микрофон Илье Борисову. Давайте. Здрасте. Так, вас представили как мусье Борисов. Да, это он. Я шучу, это шутка. Это не должно влезть. Подержи микрофон. Нет. Расскажи, как ощущать себя рядом с маэстро, с такими звездными, я, честно говоря, звездными людьми. Чувствуете ли вы звездную пыль? Я на себе? чувствую легкую неловкость здесь. Да что такое? Не даете человеку сказать. Я поговорить тут вообще-то собираюсь. Не, я очень счастлив, что я попал на данное мероприятие и вообще. Я счастлив, что я знаком, да, со всеми этими людьми. Они прекрасные, они вызывают у меня только позитив и положительные эмоции. Поэтому я и здесь. Отлично. Что ждете от концерта? Ждете Я ли вы- жду максимальную энергию, рок, металл. Конечно же, жду соляки. Хочу пару гитарных вертушек услышать. Два будет. И жду мощнейшего гроулинга. Вы ждете, что маэстро будет прыгать в зал с Ну, гитарой? я жду только сальто от него на сцене. Сальто вперед. Оркестровую яму. Стена смерти будет? Ну, конечно же, будет. Это же неотъемлемая часть жанра наших концертов, естественно. Да. Главное не прыгать в эту стену как раз. Да, я думаю, что не стоит. Ну, с Главное, балкона, да, с чтобы не балкона. подмяло. Да, с балкона можно зарядить. Вот Илья, кстати, отличный мошер в прошлом. Я думаю, он сегодня будет зажигать отлично там. Откуда у вас эта инфа? Слушайте, Я видел тебя на всех. Повесил свои шорты На гвоздь.
Слушай, ну на балконе высоковато, я посмотрел так, не хотелось бы упасть оттуда. Хотелось бы, чтобы ловили, как Киркорову, не меньше. Будем соблюдать технику безопасности, естественно. Вот. И субординацию. Да, и субординацию, да, и так далее. Как пахнет в гримерке людей со звездными погонами? Пахнет, не знаю, Лаванда? роком пахнет. Роком? Запах рока. Тут запах секса, на самом деле. Ну, печально, учитывая, что девушек практически нету. Да, там мероприятие внизу проводится, там девушек побольше, как мне показалось. Поэтому предлагаю переместиться всем туда. Ну, да, я бы с удовольствием, но надо сначала вот отстреляться и Ну, и встретимся внизу в баре. Дмитрий выходит на охоту, в общем. Да. Так, давайте, спасибо вам за ваше чудесное интервью. Как обычно. Чудесный фотосет. Да. А почему вас не взяли? Меня не просили, я не пошел. Правильно. Не просят, не надо лезть лишний раз. За это нам и не доплачивают, как говорится. Правильно. Так, красивые фото сделаны. Так, человек с самой красивой прической в этом заведении. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Достаточно паршиво. Почему так? Слушай, ну последние несколько суток очень напряженные, короткий сон, неопределенное питание и масса энергии, поэтому состояние такое физически как бы не совсем стандартное, я бы сказал. Ага. Что ждете-то от концерта? Кайф, радость. На самом деле вчерашний концерт очень был клевый, зарядил нас просто какими-то эмоциями, и просто сегодня уже все будет. И вообще уже есть ощущение, что все уже как-то, ну знаешь, проще, типа. Самый сложный это первый концерт, а потом как по накатанной. Как вообще связки после концерта-то? Они живы? Живы, но я чувствую все время все равно какой-то дискомфорт, потому что дело не в связках, просто у меня болит горло. Где-то тут, там, физически. Вот, как будто, знаешь, мышцы будто потянул, и поэтому так все. Ну вы не пешком, надеюсь, ехали с Москвы до Питера, что продуло. Все-таки Сапсан, говорят. Туда Сапсан, обратно на поезде. Как вообще выжить, вот когда два концерта подряд? Что нужно делать? Да ничего. Если есть возможность отдыхать. Вот, как-то, не знаю, полежать. Лежа. Лег, лежишь, как бы. Ну, то есть желательно культурно отдыхать. Ну, естественно, напитываться, как бы, меньше каких-то эмоций, тревог. Я могу сказать, что когда я приехал в Москву, я спал 5 часов и вообще плохо соображал там что-то, ну, как бы было как-то... Ага. Вот, поэтому... Печально. Лучше все сделать заранее, потому что начинает день концерта все, короче, гудеть, писать и так далее, а ты просто не соображаешь, что нужно с этим делать. И вот, и надеюсь, люди не сильно обижаются, если они не оказались сегодня или вчера в списках. Так, вот. ну да, согласен. Могли бы кто-то... Те, которые присылают в 6 часов вечера. Да. Есть такие. Слушайте, ну, я рад, что вы в добром здравии, все собрались, никто не потерялся по пути. Да точно, никто не подрался по пути. Наш Сапсан, правда, сбил человека по пути в Москву. Вот это и мы ужас. встали на 40 минут, короче, прям, да, реально. Офигеть. Это был какой-то, кажется, это был какой-то Сапсан корпорации тяжелого рока, коррозии металла. Да, такой, как безумный Макс. Да. Так, я тут спрашивал у вашего коллеги, что всего 2 города. Ожидать ли, если будут большие просьбы от фанатов? Ну, когда у нас будет больше, чем 2 столицы в нашем замечательном, необъятном, так скажем, родном крае, тогда мы будем чаще ездить. Ага, справедливо, я вас понял. Ладно, не отвлекаю я вас. Да, Сейчас выходить на сцену, господам, и, скажем так, лишние разговоры ни к чему, надо настроиться. Вот, кстати, человек, у которого мы еще не взяли интервью, человек, который отвечает за ритм-секцию. Здравствуйте. Игорь в телеграм-канале показывал нам ваши партии, как они были записаны. Мы восхитились. Подскажите, ожидаются ли какие-то сюрпризы на сегодняшнем концерте? Я надеюсь, что сюрпризов не будет, и все будет, наоборот, по плану. Вот по партиям
Сразу, по партиям просто оговорюсь, я бы хотел, чтобы некоторые песни были тоже из-под моих рук, вот, но я записал только 3, это «Маяк», «Еретики» и «Волна». Вот. Хотел бы быть, конечно, еще причастен к партии «Некуда бежать», «Дотла», очень крутые треки «Основания», вот, но это был Марк, вот, поэтому ему респекты тоже должны отлететь. Так, палочки будут кидаться в зал? Планируете ли в кого-то попасть или... Постараюсь не попасть. Вот. Я один раз как-то попал бутылкой полной девочки прям по лбу. Она прям попросила просто попить, а это душа добрая. Ты сразу кидаешь, я не буду просить попить. Я ж это так, когда турканул. Славе, держи. Я закинул ей прям в лоб, получается, крышкой. Жесть. Ну, она живая, надеюсь? Да. Раз ты играешь в группе до сих пор. Ей даже понравилось. Хотя она такая борцуха была, я думал, типа, подождать какое-то время, пока она не уйдет. Ну то есть, рок-н-ролл! Круто, мне это нравится, да? Так, а если у барабанщиков в практике прыгать в зал? Потому что я не видел такого. Крайне, да, благодарю вас. Крайне редко было. Пару раз у меня, это мне ребята, по-моему, из Шакрана устраивали такой перформанс, типа, ну вот у нас барабанщик никогда не плавал на руках, и поэтому... выкидывают в зал. Да. Это немножко другое. Да, и меня, короче, относили прямо в бар через весь зал, и что-то там... Соседний бар причем. Ну да, да, и что-то там накидывали мне вкусненького. Отлично. Я сегодня тоже заслужил сам у себя и у всех, чтобы я что-нибудь потом вкусненькое себе позволил. Отлично. Еще вопрос от барабанщика. Вы как больше любите, на пьедестале восседать, когда выше коллег и видите их макушки? Именно коллег. Коллег не коллег. Или смотреть в их мужественные спины, которые отдаются залу. Очки. Не, ну лучше, конечно, на подиуме как-то на подиуме, да? Потому что последние, я смотрю, тенденции прям очень высоко, и прям чувствуется, что вот, ну наконец-то. Да, есть еще тенденция убирать барабаны из середины зала, да, и там в какую-то одну сторону смещать, вот, делить как-то там пополам на 3 части сцены между участниками. Вот, очень интересно тоже. Отлично. Ну ладно, не будем вас более отвлекать. Спасибо вам. Да, тут уже в библиотеку просится. Концерта вечера. Спасибо. Мы будем смотреть на вас и радоваться. От души спасибо.